Господа, смотрите матчи плей-офф Лиги Чемпионов со Smart TV на Кинопоиске с опцией «Матч Футбол». Все подробности и ссылка будут в описании. Добрый день, господа! Наконец-то снова ультратанки, и именно в этой серии я расскажу вам, почему мы наконец-то едем. Мы едем везде и как хотим. Путь почти окончен, путь к идеальному гусеничному полотну и идеальному шасси. А если вот это полотно сейчас с Бентли одеть на Кайена, то Кайен поедет, наверное, еще лучше, чем Бентли. Просто потому, что у Кайена стоят вот такие расширители на каточках внизу, а у Бентли их даже нет. И даже без этих расширителей она едет лучше. Погнали! Construction complete. Reporting. Acknowledged. Construction complete. Construction complete. Enemy unit approaching. Construction. Reporting. Acknowledged. На самом деле, все кадры, которые вы видели до этого, они сняты в течение 3 дней, и еще день я катал самостоятельно. Так что в целом вот эта вот гусеница, которую сейчас вы видите, новая, в небольшом новом конфиге, она прошла уже километров 60, наверное, во всех возможных условиях. Мучили прям серьезно, как могли. Ездили даже по вот такому уклону, самое главное. И первые выводы, они неплохи. Да, мы тут еще кое-что поправим, это даже не столь важно. Но самое главное изменение, которое мы сегодня наблюдаем, это жесткий центральный шип. Да, это гусеничное полотно, если сейчас его даже снимать максимально близко, да хоть макросъемки и сравнивать с полотном Кайена, оно внешне абсолютно такое же. Но есть одно важное отличие, вот именно этот шип центральный, он жесткий. Через это вся жесткость гусеницы возросла невероятно. И теперь у нас центральные катки не могут перескочить через шип. Мы даже снимали здесь некие сравнительные тесты, то есть одно и то же препятствие, по которому сначала проехала Бентли, потом по нему едет Кайен, и Кайен просто при попытке наехать на это препятствие уже хочет разуться через то, что катки опорные давят на центральный шип, он мягкий, загибается, и, естественно, каток через него перешагивает. На этом полотне, в состоянии, как вот у Бентли, естественно, жесткий центральный шип не дает каткам опорным перешагнуть, и у нас все становится в порядке. То есть машина может с любой скорости дергать рулем, тормозить, поворот, под наклоном, косогор и так далее. Безусловно, все это можно разуть, если иметь необходимый навык. Дайте мне мотолыгу или Т-72, да все что угодно. И я в течение 10 минут найду то препятствие, которое эту технику разует. И любое другое полотно мы обязательно сделаем сравнительный тест. С той же самой мотолыгой выйдем или с газушкой, без проблем, с 39-кой, 71-й, что найдем, с той и поедем. И покажем вам, что все это абсолютно так же подвержено тем же самым симптомам. Тут чудес не бывает. Мы еще поедем с лосем, наверное. Евгений же купил, Касаткин купил себе лося, Вольву. Вот на ней мы обязательно тоже с ним съездим вместе, он на связи. Я думаю, что все у нас будет хорошо и будут сравнительные тест-драйвы и выезды. Таким образом, мы получаем сейчас тот конфиг, при котором мы уже не думаем о полотне вообще. И это очень важно. То есть, к примеру, рядом Кайен, там нужно ехать спокойно. Лучше ехать в следы от Бентли. Бентли вытворяет в принципе, что хочет. В очередной раз нужно сказать спасибо за все наши приключения с полотном, которые на самом деле не наши, а принадлежат компании НПО «Композит» из города Курск. Потому что ни одного одинакового полотна пока что мы не заказали. По-моему,
в самом начале 2 каких-то было у нас похожих. Остальные все каждый раз разные. То есть каждый раз, когда мы заказываем полотно, оно с изменениями. И даже следующее после этого, которое заказано, будет все равно с изменениями. Да, сроки, конечно, всего этого большие, но, опять же, они там тоже не просто так все это делают. К примеру, чтобы вы понимали, пробные отливки по этому полотну, они начались где-то в середине декабря, а само полотно нам приехало только в начале февраля. То есть вот сколько там было этих отливок, немножечко поменялась форма армирования, как оно идет, и теперь некие нити армирования иногда даже просвечивают сюда, потому что они стали ближе к поверхности полотна. То есть оно при том, что выглядит так же, на самом деле по факту работа произведена большая и будет еще даже производиться. И, кстати, они в этот раз за это даже не взяли денег. То есть мы заплатили как за обычное полотно, цена разработки даже не была учтена. Хотя проблемы подкинули явно им огромное количество, поэтому еще раз хочется сказать им огромное спасибо. Это полотно нам прежде всего новенькое нужно для нашей, опять же, шишиги на гусеницах, чтобы она уже уверенно и кайфово ехала. И в любом случае оно там будет, само собой. Бентли у нас в любом случае остается у меня. Это некий опытный полигон, все-таки это максимальная мощность, лютый мотор, большая масса, около максимальная. Ну и просто она кайфовая, ну серьезно. А вот Кайен, который там стоит сзади, он как раз получит новое полотно. Мы немножечко поменяем конфигурацию шасси, то есть конфигурация шасси может меняться, например, может быть ограничен ход вот этого заднего катка, может быть немножко ветвь чуть-чуть другая. То есть нужно немножечко научить чуть более правильно работать подвеску. И сейчас она работает неплохо. Вы видели с вами, как мы в прошлом году прыгали на Бентли. И сейчас, например, мы за кадром точно так же с трамплина прыгали. То есть это 3,5 тонны, которые полностью вывешиваются в воздухе с прыжка и приземляются мягко, при этом пилоту ничего не происходит, но все равно нужно, есть возможность, как это сделать еще чуть получше. И то же самое произойдет все с Кайеном, и, следовательно, на новом полотне он уже совершенно спокойно поступит в продажу, потому что на уровне, как сейчас едет Бентли, это уже совершенно не стыдно продавать. Это уже точно будет ехать, точно надежно, на уровне всех прямых и не очень конкурентов. Это супер. Есть одна большая проблема у наших транспортных средств. И то, и другое у нас находится на V8. Если здесь располагается Trio ZFE, то в Континентале у нас вообще, прости господи, 5-литровый компрессор. И то, и другое приводит к чудовищному расходу. Расход — это в целом не проблема. То есть, да, просто эксплуатация техники становится чуть дороже. Но, с другой стороны, такую технику вы не эксплуатируете в формате вашего обычного автомобиля. Но здесь есть большая проблема с дальностью хода и, например, эксплуатация этой техники в условиях крайне севера какого-нибудь Ямало-Ненецкого автономного округа, например, что сделать с ней в Якутске, потому что где-нибудь на отдаленных локациях, что там есть, буровые вышки, геологи, какие-то метеостанции и прочее, там все работает на дизеле, там трудно найти 95-й, уж тем более какой-нибудь 98 под зашитый мотор. И именно для этого мы прямо сейчас создаем, как вы уже, наверное, прекрасно в курсе, многие из вас, некую утилитарную конструкцию, некую вахтовку, бытовку, можно даже грузовик, может там будет манипулятор. И все это с кабиной от Шишиги, потому что кабина может быть другая, но мы Шишигу взяли для простоты, и мы так ее и называем — Шишига на гусеницах. Сейчас я покажу. Господа, соцсети. Все вы их прекрасно знаете, и прекрасно знаете, что там можно общаться, проводить время с пользой, смотреть фильмы или просто тратить время. Но мало кто из вас знает, что там еще можно и зарабатывать, потому что клиенты Тинькофф Инвестиций при помощи социальной сети Пульс зарабатывают гораздо больше, чем те, кто инвестирует в одиночку. А все потому, что в этой социальной сети можно получить советы от опытных инвесторов, изучить крутые инвест-стратегии и узнать новости крупных компаний. Пульс — это крупнейшая современная социальная сеть инвесторов и трейдеров. Она создана для увеличения дохода. Уже более 4 миллионов пользователей обсуждают здесь стратегии инвестирования, делятся своим опытом, а вы можете копировать сделки лучших и зарабатывать как они. А еще это хорошая стартовая площадка для сбора мнений, особенно для тех, кто буквально вчера завел счет в инвестициях и не знает ровным счетом ничего. Можно просто пойти в комментарии к понравившемуся блогеру, там задать вопрос. Пользователи всегда отзывчиво на это реагируют и стараются помочь. Самое главное, есть фишка именно сейчас. Если вы новичок, вы можете получить в подарок до
6 акций стоимостью до 1000 рублей, и все это вам дается просто за открытие брокерского счета и регистрацию в Пульсе. Ну а если у вас уже есть брокерский счет, тогда вы сможете получить подарок за приглашение друзей и подписки в Пульсе. Но торопитесь, акция действует только до конца месяца, то есть до 28 февраля, так что зарабатывайте стратегиями 4 миллионов инвесторов, получайте акции в подарок и держите руку на пульсе. Ссылочки будут в описании. По итогу наших выборов, как я и говорил, все-таки Каменс 2.8 от Газели, потому что он просто самый маленький и легкий. Можно было взять, конечно, другой камень, который побольше, можно было взять камень вообще от КамАЗа, просто идеальный двигатель, как на Тигре стоял, там они 5.9, есть 6.7, но они все весят, под 500-700. Этот весит тоже немало, кстати, но он, по-моему, весит в сборе с коробкой до 400, хотя и коробка у нас будет другая. В общем, он самый компактный. Сил здесь у нас пока в обкаточном режиме будет всего около 140, как ребята говорят, а после обкатки 168. Но обкаточный режим, в крайнем случае, мы сможем снять принудительно, потому что он там типа какой-то долгий, чуть ли не 100 там, с чем-то моточасов. Для нас это прям дофига. В чем преимущество его также еще? Что мы надеемся, поскольку это дизель, у него будет маленькая теплотворность. То есть, соответственно, в нас, поскольку он будет стоять в лодке, в закрытом корпусе, он не должен излучать большое количество тепла. Ну, все тепло, понятно, будет отводиться через тосол в радиаторы, которые будут уже в виде теплообменников или плит каких-то стоять прям вплотную к самой лодке, к корпусу, чтобы корпус также служил как рассеиватель тепла. И у нас здесь пока временно стоит сзади колокол, который будет, естественно, другой. Колокол был переходной от этого двигателя, потому что это пока что родной колокол, который идет на механическую коробку передач. А у нас, соответственно, будет стоять здесь автомат. Про автомат расскажу вам буквально через несколько минут. Он в данный момент тоже собирается и будет у нас через дней 9, я надеюсь, если не будет как обычно. По конфигурации двигателя он собран из новых компонентов, но исключая блока, конечно, да? Блок в номинале, да? Он бэушный или точился, гильзовался в номинал? Нет, он именно БУ, именно вот заводской хон. БУ с минимальным пробегом. Да. Все остальное у нас получается новое. Колено или колено тоже БУ? Новое. Колено новое, вкладыши, турбо, форсунки. Ну и башка, соответственно, также БУ, как новая. Ну и распреды от башки, я думаю, которые с ней в комплекте. Тоже новые распреды. Да. Обалдеть. Обалдеть. По-прежнему присутствует вакуумный насос, на всякий случай может пригодиться. Нам действительно есть место на всякий случай даже под установку кондиционера. Если он нам в будущем вдруг вот нам всрется, кондиционер, и мы решим, что мы теперь едем не только в Арктику, но и в Африку, охлаждать у нас тоже все это будет чем.
К этому в комплекте также идет куча кос и прочее, и все равно УЗ в 2 раза дешевле. Короче, что я хочу сказать. УЗ в 2 раза мощнее и в 2 раза дешевле. Но он бензоед, и он просто огромный. А для утилитарной техники, которая будет гипотетически ездить где-нибудь в Ямало-Ненецком автономном округе, нам 95-й там доставать вообще будет проблема, а дизели там завались. Так что очень важен прежде всего расход. На это сверху еще мы будем устанавливать, скорее всего, подогреватель жидкостный самого двигателя. Ну, естественно, будет обычная автономка также стоять. Поэтому генератор 140 ампер здесь сильно пригодится, потому что аккумов к этому я накидаю типа ампер-часов 250-300, чтобы все работало точно долго и беспроблемно, чтобы мы на автономке, если что, могли там 5 дней угорать, вообще не разряжаться. Ну и гидравлика у нас сейчас стоит с вами здесь просто замкнутый контур, чтобы у нас с гидравлической жидкостью был насос гидроусилителя. Насос гидроусилителя нам пригодится. Гидравлических систем в нашей машине много, и питаются они от штатного гидрача. Не факт, кстати, что он будет этот. Если этого гидрача не хватит, мы поставим немножко пожирнее. Но это уже дальше по ходу парохода. Сейчас ничего сказать вам про это не могу. В общем, в любом случае, что сейчас осталось сделать? Это уникальный случай, как мне объяснили ребята. Я просто сам очень сильно избалован запусками моторов на поддоне. Потому что УЗ-ы, когда они приезжают, это вообще стандартная процедура. Он лежит на поддон, здесь еще хоть ребята его закрепили, а мы обычно не закрепляем. У нас УЗ обычно это вот так. Один человек закрепил, а второй человек там, значит, замыкает. И все, УЗ запущен. В случае с каменцами, как вы понимаете, исходя из количества всей вот этой вот балалайки. Это все не так просто. Даже в нашем случае подключен ноутбук, можно будет снимать параметры. Да, понятно, что не заведен антифриз, не залит, вернее. Много мы с вами сегодня не погазуем в любом случае, но стандартный пуск мы совершить сможем. И, как говорят ребята, это единственный в мире и в этой галактике пуск на поддоне именно Каменца. В любом случае интересно. Звук прям интересный какой будет. Понятно, что 4 цилиндра, но все-таки 2.8. Газанем. А еще последний вопрос, пока у нас тихо. Сток прошивка на этот мотор какая? 129. 129 сил. 129 это то, под сил. чем ездят вот эти газели. 270 ньютонов. С ними практически никто не ездит, кроме старых вот таких вот лупоглазых газелей, без ЕГР. Ага. В нашем случае ЕГР же тоже нет, естественно. Нету, да, он нам не нужен его абсолютно. выкинут. Да, ЕГР жрут моторы, у него ресурсу, если ЕГР, 250, дальше все. Это вот край. А так бывает и по сотке ходят. То есть мы не так много добавили-то на самом деле по лошадям-то. Момента добавили, да? 380. И со скольки он? С полутора. С 1580 момент. Ну практически как V8. Старый добрый. Нам то, что в принципе и надо. Потому что крутить-то мы его явно не будем. Мотор грузовой. А отсечка у него типа 4? Слушай, 3, ну это потолок, что его можно крутить. Дальше не надо. То есть за 3 только. До То 3. есть у нас короткий прям диапазон. Короткий диапазон, но ему вполне достаточно. Гребаный трактор. Владян, мы этот звук на твою BMW подставим. На вышку похож звук. Что, нормас? Что, звук как звук? Все ясно, спасибо. Да. Ну что, звук как звук, гребаный трактор, реально. Ну, ясно, спасибо огромное. Будем начинать, как говорится. Господа, Ивану в Джаггер гараж, и нам, можно сказать так, привезли еще один новый сварочник-сварок. Это 6-й сварочник. 6-й. Есть 4 сварочника, есть плазморез, есть что-то... Я еще забыл, что-то смазка свароговская на Иване прямо сейчас нацеплена. К чему это все приводит? Потому что сварочники бывают разные.
Но сварог — это невероятная мощь, качество. То есть это я передаю вам слова, которые мне в голову вложил Иван. Вы понимаете, что я не могу оставить отзыв о свароге. Я вижу со стороны, как пользователь, что это работает и работает и работает. Иван говорит, что это просто космос и лучшее из всего, что было. Ну, вы сами 6 сварог у вас есть? Ну, понимаете, что если их 6 куплено здесь, то точно все в порядке. Этот вот только привезли, этот работает. Вот тут стоит еще рядом, второй тоже работает. На складе еще и плазморез, которым мы в свое время резали Bentley, вы тоже прекрасно в курсе. То есть, если вкратце, что до покупок сварочных аппаратов сварог мы перетягивали Range Rover и автомобиль АК в пленку синюю и золотую. Потом мы купили сварог, и у нас теперь Bentley на гусеницах. То есть, вы понимаете, какой простор для креатива. Я сейчас не смотрю на сварку, да, я просто стою рядом. И самое главное, что ребята из Сварога просили очень передать, что сейчас есть офигенный способ сэкономить. Есть купон на 5% скидку на Сварог на Озоне. И действует он только до 31 марта. Купон звучит как Академик 5. Заходите на Озон, вводите промокод и получаете скидочку. Так что варите на топовом оборудовании, варите как мы, варите лучше нас. И чтобы у каждого из вас был свой Bentley на гусеницах. Спасибо, Сварог. Зима на пороге, точнее зима завтра, господа. Поэтому мы готовим сани осенью, потому что зима уже завтра. Сани наши, как вы видите, уже в неплохой стадии готовности, на самом деле, кто бы что ни говорил, потому что помимо визуальной картинки, которую вы здесь видите, есть еще куча периферии, которая также делается, разрабатывается и изготавливается параллельно. Значит, из простого двигатель, который вы только что видели, как мы забирали, инсталлирован на место условно. То есть вот он примерно, грубо говоря, компонуется. Это все грубые наброски, чтобы нам примерно вообще понимать, где это будет стоять, потому что на это сверху будет опускаться кабина, как это друг с другом, что будет спорить, что не будет спорить. И за двигателем, как вы уже увидели, находится пенопластовый макет на 3D принтере изготовленной коробки от Узета. Потому что оригинальная коробка, которая будет стоять здесь, заезжает прямо на днях. Она уже изготовлена, уже вроде как отправлена под нас. И должна совершенно прийти на днях. Это будет 6 HP 26, я не знаю, только индекс или нет, но там стоковое железо внутри, это будет самое главное. Никаких усилений, ничего не будет. Ну, в общем, да, в зависимости от того, насколько мы дадим дрозда, момента будет не более 400. Коробка, которая установится, будет держать 450, по-моему, без проблем, так что мы прекрасно с нашим там любимым 20 примерно процентным запасом, там 15% запасом будем прям в дамках. Помимо этого, как вы видите, очертания лодки готовятся. То есть это рама, которая позже станет лодкой. Здесь, конечно, тоже большой вопрос, сколько делать здесь количество металла по весу, по всему прочему. И даже вес — это одно, потому что все-таки эта конструкция будет плавучая. Если мы делаем много веса, нужно будет много воды изместить. То есть машина будет погружаться глубже или брюхо у лодки будет ниже, что сказывается на дорожном просвете негативно. Но помимо общего веса конструкции, который в этот раз будет лимитирован, нельзя делать машину будет супер тяжелой, потому что иначе ее придется делать супер большой, чтобы достичь большего водоизмещения. Ее нужно сделать еще и сбалансированной. То есть здесь получается, что даже тот же двигатель, он почему не может сейчас устаканиться ровно на то место, где он должен стоять, потому что двигатель еще можно двигать вперед-назад. Для того, чтобы что? Правильно, чтобы была развесовка, потому что в плавучем транспортном средстве, вернее, транспортном средстве с положительной плавучестью, не должно возникать кренов, ни килевых, ни продольных, никаких. Следовательно, если двигатель будет слишком тяжелый, потому что здесь двигатель, и он очень тяжелый, Каменс реально весит как V8, плюс вместе с ним еще коробка. Сверху на это все еще падает у нас кабина с оборудованием, с пассажирами в ней внутри, с машинистом, с штурманом. А сзади у нас грузовой отсек, который в некоторых ситуациях может быть пустой. Понятно, что назад, вернее не назад, а в середину базы практически залетят баки, это да. А сзади у нас остается еще ГПшка, бортовики, звезды, привода, но это как бы все не звучит так мощно, как вот это все. В связи с этим, если морда будет слишком тяжелая, это будет проблема. Двигатель нужно будет смещать назад, соответственно, пес знает еще как и баки. Хотя баки особо назад, конечно, смещать не хочется, потому что сместишь баки слишком назад, потом выяснится, что что-то не то, короче. А почему? А потому что да, потому что за правило развесовка одна плохая, а баки стали пустыми, развесовка кардинально поменялась. Поэтому баки в идеале делаются посередине, чтобы вне зависимости от их наполненности у вас сама развесовка именно транспортного средства опиралась только на количество железа, которое в нем в базе располагается. Вот это вот самое идеальное. Короче, со всеми этими мыслями ни я, ни Иван, честно говоря, раньше часа не ложимся. Бывает даже и позже, потому что я тоже что-то сижу, музыку подбираю, потом что-то Иван написал, и я сначала ему ответил, потом что-то вернулся, сижу,
сижу, думаю, блин, вот это реально все выкатит или нет. Очень первые выезды будут на самом деле чрезвычайно интересными, потому что пес его знает, как это все поплывет. Как оно поедет, уже никто не сомневается, все будет нормально. Но в данном случае мы посадим Ивана, укажем ему, карьер он знает, а я в этот раз буду просто снимать на мобилку, и как бы все будет происходить само собой. И это мы говорим только про железо. А у нас еще параллельно делается новое гусеничное полотно. Сейчас расскажу. Это опора штатива Никиты. Это гусеничное полотно. Очень важно их не перепутать, господа. Потому что если мы это поставим на ультратанк, а мы можем, Никита, это поставить, если ты оставишь это здесь еще чуть подольше, то оно сломается. Что касательно самого протектора, сейчас мы очень надеемся, что НПО Композит, кстати, спасибо им огромное, это вот они, естественно, а если не они, то никто, прислали нам эту пробную отливку, пробный кусочек только нашего трака, и он пока со старым протектором, потому что наша вся задача откатать именно технологию вот этого центрального шипа. А вот протектор здесь действительно еще вызывает большие вопросы, потому что предыдущие выезды показывают, что он мылит в грязи. Это, с одной стороны, и хорошо, то есть техника даже на первом ручье у нас никогда не забуксует и никогда не садится. Она может вечно барахтаться в этом первом ручье, ничего не роет, не подрывает, она просто гладит. Но через это иногда на подъемах не хватает зацепа, и две гусеницы просто вот шлифуют землю. Значит, в связи с этим, скорее всего, будет меняться протектор. Вот эта шашка станет чуть-чуть выше. И еще обсуждаемый вопрос по тому, чтобы внести в эту шашку еще прорезь вот такую посередине. То есть не шашку, это у нас получается по грунтозацепы, вот они станут выше на 5 миллиметров, наверное, соответственно, площадь грунтозацепа станет также меньше. Сейчас она у нас, сколько сейчас здесь, 45 или 40? 44 миллиметра сейчас, я посчитал тут своими высокоточными инструментами в виде линейки, что будет примерно 35. То есть мы сократим площадь грунтозацепа, подошвы грунтозацепа здесь. Через это станет он больше грызть, сам грунтозацеп станет выше на 5 миллиметров, а в середине у него можно будет сделать еще прорезь. И мы получим тогда в итоге уже совсем узкие вот такие грунтозацепы. Как это будет работать, мы не знаем. Потому что мы ориентируемся на то, что вот мы хотим что-то сделать и дальше посмотреть, как это будет ехать. На данный момент пока есть понимание, что просто вот это не то, нужно что-то другое. Что касается центрального шипа, есть точное понимание, что вот это то, что надо. Ну, потому что у всех остальных он тоже жесткий. Все очень просто. Так, ну что, компоновочка-то вырастает нормально. Действительно, у нас полотно, если у нас вот здесь звезда стоит, и полотно у нас такое широкое, вот настолько оно еще и торчать сюда будет. То есть машина будет еще такая широкая в пропорциях. Это у нас, кстати, натяжитель. Он уже будет не механический, он уже будет с цилиндром, у него привод будет, так что не переживайте, это можно уже будет с кнопочки там короче, зафигачивать, чтобы быстро гусеницу, если нужно, подтягивать, дотягивать или, наоборот, ослаблять. Если груз, скажем, с кабины вышел, машина привстала на подвеске, то гусеницу надо чуть ослабить. Радиатор, значит, из последних решений у нас радиатор будет стоять. Сначала мы думали, что радиатор будет стоять в лодке, а из лодки уже будет целая здесь такая шахта вентиляционная собрана. Вот, мы можем смотреть, как это мы думали здесь сделать. Первый прототип, вы его видели, изначально вот здесь должен стоять радиатор. А вот эта шахта, она должна была как раз вся целиком залезть в имеющийся уже капот Шишиги, потому что капот у Шишиги, напоминаю, он там в салоне. Но в итоге этой шахты, наверное, не будет вообще. Здесь будет два прохода, борта сделаны из лодки на улицу. А радик будет висеть здесь, но уже без шахты, на улице. У нас где-то есть эмулятор радика. Вот примерно размер радиатора, он будет реально такой большой. Короче, и вот там радиатор, по идее, влезает под вот таким примерно наклоном вот сюда. То есть он полностью стоит на улице, лодка сама вот так плоская, вот туда, вот это вот брюхо, оно вот туда зашито, и радик стоит здесь. А дальше уже у нас воздуховод идет за спину кабины, то есть капот остается здесь такой, как и будет. Дальше короб выходит куда-нибудь сюда, и здесь или наверх, или сбоку еще уже будет выкидываться на улицу. Вот воздух оттуда из-под кабины. Ну и кабина у нас, скорее всего, не приварена к лодке намертво, а некоторый зазор между кабиной и лодкой все-таки у нас будет сохраняться. Чем это удобно? Тем, что даже когда вы прыгаете в воду, и у вас, допустим, лодка уже вся ушла ниже воды, во-первых, сама она герметичная, вся вот эта нижняя часть, где мотор стоит, все здесь гусеница, оно все герметичное, и при этом даже если оно под водой, то ему всему пофиг. А все органы управления, может быть, там мозги, электрика, оно уже находится в кабине, и оно здесь сверху, и ему до конца, опять же, все равно, оно все находится еще в сухом, вместе с машинистом, штурманом и со всеми остальными. Сам кузов у нас
начнется прямо же отсюда. Может быть, будут разные модификации, где кабина вот такая одиночная. Может быть, будет модификация, где жилой модуль, и в кабине, соответственно, может быть, здесь кресла даже нет, а тут какая-то вообще дверь. Или посередине. Чтобы, короче, можно было ходить из кабины в кузов. Это, наверное, интересно. Бортовые редуктора уже на своем месте стоят. Они здесь уже будут до конца. Все это видно по шву, какое уже здесь усиление нереальное. И вот бортовой редуктор, он тут. То есть и задняя звезда у нас уже будет ровно вот здесь. И непосредственно ГПшка также встала на место. Она же у нас в корпусе с понижайкой, напоминаю вам. То есть осталось, в принципе, изготовить привода. Собственно, соединить приводами вот это все. Тормозные диски, тормозные машинки. Это оригинал УАЗик. То есть все доступная. ГПшка у нас, собственно, 39-я газушка, так что тоже достать ее не проблема. И здесь все, дальше у нас все будет весьма стандартное. Получается, что у нас на всем вот этом расстоянии между ГПшкой и коробкой передач, хвостовиком, больше ничего не будет. Это просто один кардан и баки. Вот в этом месте в лодке здесь. Ну, конечно, да, еще будут откачанные помпы, аккумуляторы куда-нибудь можно сюда еще разместить повыше, приподняв их, только чтобы не в воде они стояли на всякий случай. Хотя, если вода пресная, аккумуляторам серьезно фиолетово, в воде они или нет. Пресная вода, электричество не пропускает, но все равно лучше будет приподнять. И парочка откачных помп стандартных, как на катере. На случай, если вдруг вода все-таки просачивается, мало ли там сальники, уплотнения, пробитие где-то, так сказать, нарисовалось, и через него затекает вода, чтобы помпы это все выбрасывали. Но это уже такие совсем простые вещи. В общем, по компоновке осталось только разобраться, вот где будет стоять двигатель, потому что он стоит там не просто потому, что ему там уютно, а потому что он еще отвечает за огромную роль, как я и говорил, в развесовке. Самое главное изменение в этом полотне, господа, оно даже не видно зрителю, но оно очень видно нам, потому что мы здесь, как водители ультратанков, как пилоты, перестали думать о том, слетит оно или нет. Ездить можно как угодно, абсолютно, вообще, ни за что не боишься, не переживаешь. Резко повернул руль, куда-то въехал по диагонали, что-то сделал на ходах. Боком, ты видел, Гриня, как это было почти красиво? То есть можно ехать, грубо говоря, как угодно. И это самое офигенное. То есть когда ты не думаешь про то, слетит у тебя полотно, не слетит, ты перестаешь осторожничать. Едешь по канавам, мое, как я... Это был борщ, я согласен. Короче, становится офигенно, потому что ты просто едешь куда хочешь. Средняя рабочая скорость по дорожкам, она где-то теперь 40. Ну, от 20 до 40 на самом деле, потому что можно ехать 60, но это уже ближе что-то к прямой, потому что снег, все это можно заскользить, короче, будет не очень. Но если глобально, то как бы ты хочешь так вот, пожалуйста. Газуешь там, что-то перегазовываешь, делаешь, что хочешь. Поехал туда, сюда. Мы, кстати, там никогда не ездили в это место. Это похоже на воду? Да. Это похоже на воду. Все, я понял, мы газуем назад. У нас шишига же будет с положительной плавучестью. Там мы будем уже не смотреть, что это вода. Короче, здесь кайф. И в этом и есть главная особенность, что ты перестал бояться. А если ты не боишься, у тебя нету проскальзывания гусениц, попыток даже более-менее съехать этой гусеницы, все, тебе классно. Ты просто делаешь то, что хочешь. У тебя абсолютно свободная голова. Вот что поменялось для нас.
Сзади Каен сейчас, он вот эти кульбиты все не исполнял. Он ехал просто по следам. И больше ничего не делал. Потому что там гусеница, ну, теоретически, конечно, ей уже это сложно сделать, но она может сползти. А у нас ни в коем случае. То есть едешь супер активно. Здесь иногда даже я стал пристегиваться, потому что раньше мы ездили медленно и спокойно. А теперь мы ездим быстро и беспокойно. Гриня небо. Просто седокос, да? То есть можно ехать не по дорожке, под уклоном, что-то там, где-то там. Давай. Мы просто хреначим. Очень плохо видно, куда ты едешь. Это абсолютно не важно. Что-то там, наверное, где-то впереди не было бы дерева. В эти моменты сильно помогает камера, которую ты можешь включить здесь внизу. Блин, это была елка, похоже, ладно. И по камере ты смотришь. Вписываешься ты, не вписываешься. Главное не поймать березу. Вот береза прям лютая, блин. Ой, какой-то пенек, походу, был. Надо же. Блин, ну это жестко. Реально это жестко, пацаны. Скорости прям космос. Я просто по монитору еду, я не вижу куда. В реальности еду. Блин, ну это дичь. Наконец-то ты перестал вообще запариваться на тему, куда ты. Вот мы едем сейчас под углом, кстати, под наклону. Я еще и подруливаю при этом. Могу резко руль отдать. Во. Она аж как катер заваливается. Просто, блин, как на снегоходе шарашишь. Опять, да, вот не нравятся ему такие приколы. Разберемся. Это классическая ситуация, знаешь, когда эмошный мотор против УЗ-то. Он медленно, но, короче, уехал там себе, вот тарахтел нормально. А мы тут вот сейчас поедем, короче, пацаны. Сейчас все будет. Видишь, рано или поздно схватывает, это главное. При этом он не перегревается, у него все хорошо, все зашибись, он штатно работает, просто где-то что-то в косе. Но это редко, это вот сейчас он прям закапризничал. Если прям так шибко не ураганить, как мы сейчас, то все будет ездить долго и счастливо. Все бы это было очень здорово и весело, но через месяц нам нужно оказаться уже в Хибинах. Это самая главная задача. И, следовательно, там снова, получается, и увидимся. Мы, вы и ультратанки, и сопки. И вот это все красивое, вот эта атмосфера. Вот это, уже наконец-то там и полярная ночь закончится. Она там, наверное, уже закончилась, но неважно. Так что, ребята, до встречи уже совсем скоро. Здесь мы с вами, с ультратанками, в неописуемой красоте у Мурманской области. Огромное вам всем удачи. Да, удачи вам всем, точно, я забыл. Да ладно вам, нам-то капец какой удачи. Вы там на диване это будете смотреть, а мы через сопок, там ни связи, ничего. Там сигнальную ракету пускать бессмысленно, ее никто не увидит. Понимаете, в чем прикол? А мы туда едем на Бентли и на Каене. Серьезно. Вот. На небольшой подготовке. Поэтому удачи вам огромной всем и пока.